Привет, друзья! Праздники продолжаются, поэтому и мы продолжаем готовить вкусные праздничные рецепты. Я думаю, что идеально приготовленный кролик это всегда смотрится красиво, и очень актуально и аппетитно на праздничном столе. Поэтому сегодня хочу поделиться с вами замечательным новым рецептом кролика. Будет очень интересно, досмотрите видео до конца, поставьте оценочки, подпишитесь на канал. Начнем приготовление с разделки тушки. Обычно это занимает у меня не более 5 минут, если кролик очень молоденький. Если особь, так сказать, постарше, то на разделку уйдет примерно 7-8 минут. В любом случае это делается очень легко. Главное, чтобы ножик был достаточно острый. Задние лапки достаточно мясистые, поэтому я всегда делаю на них вот такие надрезы в форме сеточки, для того, чтобы маринад лучше проник в мясо и задние лапы кролика лучше им пропитались. Когда кролик уже разделан, готовим очень интересный быстрый маринад. Берем паприку, я добавлю 1 чайную ложечку. Сюда же отправлю несколько щепоток розмарина. Он идеально подходит для кроличьего мяса, оно будет такое вкусное и ароматное. 2 зубчика чеснока можно пропустить через пресс или мелко нарезать. Очень важный ингредиент, особенный ингредиент нашего сегодняшнего маринада, это коричневый сахар. Я добавлю 1,5 столовые ложки. Соль можно добавить по вкусу. Когда маринад будет готов, на всякий случай его попробуйте. Теперь заливаем все эти ингредиенты водой комнатной температуры. Можно использовать примерно полстакана. И хорошо перемешиваем до растворения сахара и соли. В нашу ароматную смесь я добавлю еще 1 столовую ложку растительного масла. Вместо растительного можно использовать оливковое. Если вы по каким-либо причинам не нашли коричневый сахар или не хотите его использовать, можете заменить его на обычный сахар или на 1 или 2 чайные ложечки меда. Для этого рецепта подойдет как свежий чеснок, пропущенный через пресс, или можете использовать, например, молотый сушеный чеснок, или как еще его называют, чесночный порошок. Этой потрясающей ароматной смесью я поливаю кролика. На самом деле аромат просто, друзья, восхитительный. Представьте себе, какой потрясающий он будет после запекания. Коричневый сахар придаст кролику очень интересный оттенок на пару с паприкой и такую красивую румяную коричневую корочку. Если никогда не пробовали так готовить кролика, обязательно приготовьте, расскажите о ваших впечатлениях в комментариях под видео. После того, как вы залили маринадом мясо, дайте ему постоять минут 15-20, чтобы оно хорошо пропиталось. А лучше приготовить свечи, отправить на всю ночь мясо в холодильник. Перекладываем мясо на противень, на пергаментную бумагу, заливаем оставшимся маринадом. Кстати, кто любит более острые блюда, может еще добавить сюда немного острого молотого чили. Тоже будет неимоверно вкусно. Запекаем кролика примерно 40-50 минут в зависимости от его размера, от того, насколько он молоденький. Это уже контролируйте самостоятельно. В духовке, разогретой сначала до 180 градусов, я его выпекаю примерно полчаса, минут 40, чтобы мясо хорошо пустило сок. Затем увеличиваю температуру до 200 градусов, чтобы кролик покрылся аппетитной румяной корочкой. Кролик уже готов, это просто объедение, аромат настолько шикарный, мне невозможно, даже и сложно передать вам словами, какое это потрясающее блюдо. Здесь очень много сочка, то есть сока, если вы можете заметить, то есть кролик внутри, он такой сочный, вкусный, сверху он просто идеально подрумянился. Приготовлен, замечательно, попробуйте, это потрясающий рецепт. Можно подать это вкусное румяное мясо с любым гарниром или с овощами, например, еще с зеленью салата, на ваше усмотрение. Сегодня мы отварим лапшу. Было бы идеально, если бы она была домашняя, но я купила проверенную магазинную. В любом случае будет очень вкусно.
Я очень надеюсь, что этот рецепт вам понравится, украсит ваш праздничный стол. Жду ваши впечатления в комментариях под видео. Не пропускайте новые рецепты каждую неделю. Спасибо всем огромное за просмотр. Приятного аппетита. До скорого. Пока-пока.